Приветствую, друзья! Это новое видео по программе DaVinci Resolve. Итак, что же нам потребуется для создания анимации с нуля в программе без исходников, без каких-либо особых настроек? В принципе, вообще без настроек. Достаточно самой программы DaVinci Resolve, и вы можете спокойно начинать создавать анимацию с нуля. Без вкладки Fusion в том числе. Создаем новый проект, называем его как вам удобно. Я назову его так. Нам понадобится панель инспектора, панель таймлайна и панель Media Pool. Придется нам использовать панель Effects. С самого начала, так как мы без Fusion, будем использовать генераторы. Открываем генераторы, Generators. Выбираем, предположим, что у нас... Ну, я, например, хочу создать задний фон, чтобы он был из нескольких цветов. Можно сделать один цвет, то есть это Solid Color, как в прошлом видео я показывал. То есть мы можем здесь выбрать один цвет, любой, какой пожелаем. Но я же предлагаю в данном видео создать с помощью, например, вот Four Color Gradient, то есть четырехцветный градиент. Вот такой он по стандарту. Здесь мы можем выбрать несколько цветов. Тоже абсолютно любых. Например, вот, ну, предположим, вот так. Я уже свой какой-то создал. Можно смещать центры, то есть центр по оси X, и цвет будет меняться. То есть два цвета по оси X, то есть по вертикали, и два цвета по оси Y, по горизонтали. Настроили задний фон. Можем ему дать длительность, например, 10 секунд. Таким образом можем выделить клип, нажать клавишу R горячую английскую. На градиент не сработает таким образом. Можно нажать правую кнопку мыши и выбрать Change Clip Duration, в данном случае Ctrl плюс D. Это также работает и на Solid Color, то есть заливку цветом. Здесь мы можем выбрать длительность. Мне нужно точно 10 секунд, поэтому я здесь выставлю 0 и нажму Change. Также там есть предустановки. То есть 1 секунда, 5 секунд, 15. То есть шаблон. Далее мы будем использовать текст, стандартные тексты, например, текст плюс, который, в принципе, можно изменять во Fusion, но он наиболее гибкий, здесь множество настроек. Мы в данном видео рассмотрим самые основные. В принципе, работы. Size, то есть размер, трекинг, расстояние между букв, line spacing, это уже расстояние между строк. Если мы здесь наберем вторую строку текста, то line spacing будет видно, что он меняется. Хороший параметр write on. Он может пригодиться, если вы хотите проанимировать, например, эффект печатания текста. Если его то есть параметр end сдвинуть влево, то он полностью исчезает. Если вернуть, то он пропадает. Если start, то он наоборот. Слева направо пропадает или возвращается. Можем его включить, ключ анимации поставить в начале. То есть, если вы хотите сделать анимацию печатания текста, самую простейшую, то выставляете playhead на стартовую позицию, либо позицию, с которой хотите, чтобы появился текст. Параметр end меняете до 0, ставите ключ анимации, включаете, и уже на моменте, где он должен
проявится полностью, либо до конца. Ну, предположим, что я хочу на середине, чтобы он проявился полностью, весь текст, который у меня здесь набран. То есть на вот этом ключе он появится полностью. Если воспроизведение включить, то вот такая вот анимация сработает. Вне зависимости от того, какой здесь текст. То есть, например, если я тут наберу просто сверху на верхней строчке единицы, а на второй строчке тройки, допустим, и поменяю обратно параметр трекинг и line spacing, например, ну, то есть восстановлю, например, то все равно эта анимация проявится от начала до конца. Далее, ну, это касательно текста. Есть множество параметров, которые мы разберем в следующих видео. С помощью вот этого текст плюс можно очень много всего создавать. Даже без, опять же, без вкладки Fusion. Далее, давайте поднимем наш слой с текстом, клип текстовый наверх. И генератор возьмем, Color Solid, и ставим его сюда. Выберем цвет, например, какой-то зеленый. Вот такой. И теперь я перейду на вкладку Settings на панели инспектора и хочу его уменьшить. Я не хочу, чтобы он перекрывал весь, и я хочу его проанимировать с помощью кроппинг. Если он у вас вот в таком положении, просто нажимаете на текст, либо на вот этот блок, и он раскрывается. Это работает со всеми блоками. И сделаем его поменьше. Предположим, что я хочу, чтобы вот примерно вот так он, такую форму получился эта заливка цветом. И еще хочу, чтобы он был немножко мягкий по краям. Теперь я хочу, чтобы эта заливка цветом появилась только не сразу вот так вот появлялась, а появилась только после того, как проявится весь текст. То есть только на вот этом моменте. Поэтому я включаю полностью, в данном случае я могу уже включить анимацию всего блока, чтобы включить все параметры одним кликом. То есть включится не только вот один какой-то crop left, а весь блок. И при изменении следующего параметра, например, я сдвину самое начало и поменяю все параметры этого блока, либо некоторые, то тогда у нас, например, вот с таких позиций получится уже анимация. Вот такая вот анимация. Но она у нас получилась слишком медленная. Поэтому я еще добавлю здесь. Примерно вот так. Можно даже выставить 634. И здесь 634. Четко, чтобы было. Тогда анимация будет ну, такая. В принципе, тоже можно. Но это не совсем то, конечно, что я хотел. Поэтому давайте на моменте 634 или даже вот на этом моменте, где меняются, они сходятся, поменяем параметры на у crop left и crop right. Ну, вот так примерно поставим. Давайте даже поставим мы по-другому немножко. Вернем, сделаем отмену действий. У нас уже отменилась анимация до вот
такого состояния. То есть анимация осталась только по crop left и right. Crop right. И я хочу, чтобы проявление анимации было немного другим, поэтому я могу здесь, конечно, параметр поменять, но я воспользуюсь режимом crop и подвигаю вот эти рамки. Это то же самое, что и вот в этом блоке. Здесь мы управляем ползунками и параметрами, а здесь управляем, уже можем управлять с помощью курсора мыши. То есть я, например, хочу, чтобы на этой точке была такая анимация, и получается у нас нечто подобное, и уже побыстрее. То есть появляется резко на каком-то моменте. Но я еще и хочу, чтобы эта анимация была более такая, вот, например, вот такая, смазанная в начале. Поэтому, собственно, меняю параметр, и получится нечто подобное. Но это как пример все же. Опять же, если хочется по-другому, мы можем всегда все что угодно изменить. Это один из вариантов. Ну и хочу, чтобы вот все, что у нас теперь есть тут, это пропало одновременно. Самый быстрый способ — это добавить сюда. Например, мы ставим playhead в такую позицию, и для удобства быстрого всего можем вот этот параметр сделать, например, на минус 0,2. И здесь тоже на минус 0,2. Ровно. И они одновременно пропадут. То есть мы две эти плашки скрыли. Это у нас получилась как бы анимация, не анимация уже, ну, нечто вроде перехода, либо анимации по прозрачности. Но параметр прозрачности у нас здесь не трогается. Это отдельная история. Это уже готовая функция здесь для удобства сделана. Далее мы можем использовать для дополнительной динамичности и эффектности, можем добавить, в принципе, отсюда какие-то заготовки. Либо фона, например, возьмем вот такой вот гексагон glow и его добавить, например, по верху. Поверху всего этого дела. Он у нас все перекрыл, но мы это дело исправим. Мы как раз будем использовать в данном случае композит. Блок композит можем оставить в состоянии композит мод режим смешивания в состоянии normal и изменить параметр opacity, и тогда он будет сливаться. В принципе, уже получится некий эффект. Либо мы можем оставить, как прежде, opacity на 100 и использовать какой-то из режимов, например, add хорошо подходит в данном случае, либо же screen. Также можете другие поэкспериментировать, все, что вам больше, на ваш взгляд, подходит. Если вас результат устраивает, то, в принципе, да. Я же буду использовать режим add. Можем немножко приглушить вот solid color, чтобы он был более прозрачным полностью. То есть opacity тоже меняю, и он такой немножко станет прозрачным. Давайте поменяем текст на Hello World.
Также параметр, не параметр, а композиция, то есть генератор Hexagon Glow, можно изменять его параметры. Здесь Light параметр, мы можем изменить его цвет, любой выбрать, в принципе, опять же. Если и при необходимости выбрать любой цвет, свечение, интенсивность можно добавить свечение, еще дополнительные параметры какие-то поменять. Второй параметр Light то же самое можно менять на любой цвет. И у вас будет уже своя какая-то заготовка. Теперь у нас вот так вот переливается красиво, ярко. По такому же принципу вы можете экспериментировать с помощью других генераторов, например, создавать абсолютно разные анимации. То есть здесь они заготовки определенные имеются. Но можно из, например, даже вот текстур background использовать и из нее создать какой-то, например, интро. Тут есть тоже заготовки, версии. Их можно выбрать и здесь параметры менять. И результат будет уже другой. Все это можно, конечно же, по той же схеме анимировать. Например, ставим на Angle, ключ анимации и изменим его, например, здесь. И он будет у нас поворачиваться. В то же время мы можем, например, ставить здесь ключ анимации и поставить на вот этой же позиции второй ключ анимации этого, что он сдвигается влево и немножко вниз. Получится такая вот штука. Если включить, например, параметр, вот этот параметр, то мы можем его тоже включить на том же месте, например, и изменять. И у нас появится такая вот анимация. Экспериментируйте, и у вас получится нечто интересное, может получиться. Например, что-то подобное. В пару кликов мы можем их даже совместить, если все правильно подогнать. Изменяя разные параметры, можем получить совершенно невероятные результаты. Все это дело анимировать. Встретимся в следующих видео. Нажимайте палец вверх. Делитесь этим видео, если оно было полезным. Комментируйте обязательно. Делитесь в других социальных сетях. Помогите продвигаться. Я профессионально занимаюсь видеомонтажом, режиссер видеомонтажа. При необходимости вы всегда можете обратиться и ко мне за помощью в сложных проектах.